Приветствую, дорогие друзья, с вами я, Свалхолд, и, как вы помните, в прошлой серии мы с вами покарали Езельмору. Здесь я потихонечку это все национализировал, сейчас буду разбираться с религией, потом с торговыми нашими, так сказать, компаниями. Сделаем здесь еще две торговые компании, это в этой провинции и в этой провинции. Расширим текущую. Нам дали еще Казул Белли на расширение вниз, которым мы сейчас и будем, я думаю, с вами заниматься. Хотя по военке мы... О чем мы так по военке-то отстаем? Я что-то и не знаю. 12. Кстати, Samsung. Точнее, Самсубат неплохой союзник потенциальный. А как это по военке отставать-то начал? У меня вроде прирост хороший, а мы все равно отстаем. Надо будет этот момент догонять. И вот такие ивенты встречаются касаемо наших мерфолков. Вот, то есть мы их типа в сетях поймали, мы можем с ними там ухудшить или улучшить. Давайте мы с ними немножечко чуть лучше, пусть нас думают. Да. И вот кнопочку так можем нажимать, чтобы с ними вести переговоры. Я хочу с ними задружиться как можно лучше, чтобы мы нашими друзьями были. Интересно посмотреть, что мы получим, если максимально с ними будем дружить. Какие там будут бафы, какие-то, может, интересные ивенты еще. Ну и касаемо еще интересного момента, мы можем очистить матриарха. Матриарх Тени Корня из Теневого болота долгое время подвергся пыткам со стороны Карк, которые истощали его силу для своих извращенных планов. Мы освободили дерево, но оковы Карк все еще на нем. Если мы можем их снять, то возможно избавимся от последних следов влияния Карк в болоте. Ну-ка. То есть мы его, по идее... Вот, очищенный матриарх Тени Корня. Мы сможем его построить за 1000 монет. Сердце болота Езель Ниша вновь стоит гордо из слившихся от ран, нанесенных мерзкими каргами. Изменения коснулись и самого болота. То, что когда-то было испорчено трясиной, полной извращенных существ, теперь стало землей, которую можно возделывать и заселять. Влияние теневого плана все еще присутствует, и наши ученые согласны, что оно, вероятно, никогда не исчезнет, но теперь Земля стала намного спокойней и больше не враждебна всем формам жизни и цивилизации. Теперь мы, кстати, хороший 40 развития. Ну, ценность торговли и местное развитие. Блин, хорошие вещи, в принципе. Жалко, что нет такого ивента, чтобы теневые болота там превращались во что-нибудь другое, но мы опять теряем веру в пророчество. 241 империя. Шаткая вера в пророчество у нас. Это очень печально. Ну и благодаря чудесам дипломатии и большому количеству благосклонности... А, все, вот он, да. Ага, вот ты как, значит, да. Ну, не дружили. Ну, за счет дипломатии я смог... У него было 4 провинции, вот эти все я за счет того, что у него есть... У нас были с ним благосклонности, я попросил вернуть вассал. И он вернул. Конечно, он разорвал со мной союз, но... Мелочи жизни, что поделать. Такие еще ивенты с мерфолками у нас случаются. Можете ознакомиться с ними сами. Ну, мы выберем не вот этот. Ну и сейчас вам покажу, какие еще, как эта механика вообще работает. То есть мы вот нажимаем. Так, где они здесь обитают, да. Нажимаем сюда. И здесь есть различные варианты, чем мы можем пожертвовать, чтобы улучшить их благосклонность. Ну, на самом деле, самое простое, что мы можем им дать, это, ну, автономию. Почему нет? Но зато они теперь... Вот, у них большой интерес к дальнейшему сотрудничеству. Это отлично. Ну вот, я немножко еще посидел, поигрался с мерфолками. Такой ивентик красивый произошел. И вот такие у нас интересные возможности. И самое прикольное, что мы можем создавать теперь новое поселение мерфолков через интерфейс. То есть мы их теперь можем расселять. В целом союзно, у них маленький интерес. Интересно, что еще могу с ними делать? А как мне создавать новое поселение? Развитие 15, да? Давай. То есть, опа! Вот такой ивент, да? До конца игры мы здесь получим бафы. Прикольно. А только на островах их или я здесь тоже могу? А здесь я то есть я могу их в торговых таких портах поставить. Вот здесь, к примеру, могу. О как. Прикольно. То есть они будут усилять мою торговлю за этот счет. Ну да, там автономия, влияние на лимиты управления, то есть стоимость кораблей, торговля, ценность торговли и местное развитие. Это прикольно. Я могу еще один, по идее, сделать, да? Нет, 4 из 4. Ну да ладно. В целом прикольно, прикольно. А интересно, если я дальше буду с ними улучшать, дадут мне возможность это делать, и что я за это получу?
Вот такой еще интересный ивент с 29-й империей у нас. Опять слабеет наша вера, предсказания. Ну, пока я по военке не догоню, я не могу ни с кем воевать. Ну, вернее, могу, но у них 13-й воентех это, ну... Я сказать, у нас больше, но воентех отстает сильно, нужно догонять. А догоняю я и так всеми возможными силами. У нас вот 5-е советники почти везде. Фокус, ну, не идет оно просто. Не идет. Даже идеи особо не закрываю сейчас и жду как раз таки этого момента. Ну, и я полностью добил Езель-Морра. Его больше не существует. Мы захватили последние провинции, которые нам были нужны в этом болоте. Теперь мы это болото полностью контролируем, благодаря чему можем довольно-таки большой объем денег, так сказать, возвращать себе домой. Ну смотрите, кстати, мы больше не можем с ними взаимодействовать, то есть мы достигли максимального с ними уровня. Да, максимальное количество поселений, разлит местных, тесные связи, создавать, ну то есть все как бы. Все, что я с ними смог сделать, я сделал. Ну, в принципе, прикольная такая маленькая механика, дающая интересные возможности. Я не удержался и улучшил шпиль вот здесь. И теперь тайна шпиля Салазара, ну, как Анхатеш. Ложный шпиль. Все началось с глубокого гула. После множества неудачных экспериментов, направленных на раскрытие тайн шпиля Шалазара, с этой последней попыткой явно что-то изменилось. Сам шпиль, казалось, сдвигался, мерцая в солнечном свете, будто борясь за сохранение осязаемой формы. Одна грань шпиля начала исчезать из реальности, открывая за собой древние письмена, которые на глазах потрясенной толпы начали искажаться в читаемый текст. Большое спасибо за невольное предоставление мне вашего священного шпиля. Вы можете забрать его с нового места в плане Земли, хотя сомневаюсь, что даже наш народ способен превратить во что-то способное справиться с нами. Надеюсь, вам понравилась эта реплика за прошедшие годы. По мере исчезновения надписи колоссальный шпиль начал изгибаться и скручиваться противоестественным образом. Участки конструкции появлялись и исчезали из поля зрения, скрипя и стеная, когда их часть разрушалась. Наконец, оглушительно громким скрипом весь шпиль рухнул, вся конструкция начала падать в направлении города Шалазар, и жители приготовились к худшему. Но блоки исчезли, прежде чем коснуться земли, не причинив городу разрушений. На мгновение весь город вздохнул с облегчением, и тут начался истинный кошмар. Там, где когда-то стоял шпиль, медленно вращался гигантский портал. Странные существа начали выползать и вылетать. Из его пасти земные элементали, гигантские тела из дегтя и угля. Хотя вторжение элементалей через портал прекратилось через несколько часов, потребовались недели, чтобы последние из них перестали сеять разрушения по всему Одду-Керасу. Это была подделка. Шанс получить могущество наследника, затронутого планом земли, повышается на 50. В конце появится уголь. Вместимость артефактора. Ну, можете почитать описание этого строения. Ну, за одну монету мы как бы сделаем его. Интересная тема. Кстати, напишите в комментариях, стоит ли мне читать подобные ивенты, либо же вы сами прекрасно их будете читать на паузе. И мне лучше сконцентрироваться больше на, так сказать, игровых моментах и показывать вам что-то более интересное. Ну и вот, я смог догнать их по технологиям, ну, почти полностью. И теперь можно уже заняться военными действиями и экспансией в эту сторону. Нам нужен Куай вот этот, на нас никто не вступится, за них два союзника, которых мы спокойненько сейчас выбьем. И вот ивент про 12-ю империю, пустота, пустота, пустота. Информативно. Ну и война подошла к концу, мы его полностью аннексируем и занимаемся дальше. Ну, я решил не ждать и продолжить нашу военную кампанию уже против Бирагата. Я немножечко закончил с национализацией, теперь можно спокойно идти дальше захватывать. Нам от них нужна буквально-то одна провинция, но мы постараемся захватить у них как можно больше, потому что хуже никогда от этого не бывает. Ну да, там коалиция, ну да и плевать. Ну вот мы и закончили войну на такой ноте. По мне довольно-таки легко, просто, и мы теперь можем принять печатный институт на будущее, ну и канал Мерфолков. Мерфолки и людоящеры не всегда ладили, редко это перерастало в открытую вражду, хотя многие людоящеры не одобряли, что мерфолки сделали священную Арскице за царью своим домом, чаще это выражалось холодностью и отчужденности. Однако недавно королева мерфолков обратилась к нам в порту Хугры с удивительным приложением построить канал через Джасир-Джадид. Для мерфолков это принесло бы несчастливые выгоды. Узкая полоса гор, непреодолима для любого мерфолка, разделяя сородичей по разные стороны, которые никогда не видят друг друга.
несмотря на расстояние всего день пути по прямой. Такой канал был бы невероятно полезен для наших усилий, ведь путешествие на корабле в обход Ардимьи может занимать невыносимое долгое время. Путь в Халесе мог бы стать гораздо проще, если бы мы следовали их плану. Появится великий проект канал Мерфол, канал, класс. А почему он не появился? Можно построить великий. События Империя Душ, но это потом. Пока что у нас таких событий, к сожалению. Ну и после больших вложений своих очков развития двух провок, два центра НАК. Два величайших города людоящеров Шалазаре и Изерате исторически также принимали величайший совет НАК по всему Танеасу. К сожалению, эти два центра НАК со временем отдалились друг от друга, чему не способствовали столетия, когда города разделяли проклятые кровью Ашхана. Это привело к тому, что Рада Наги Шалазара и Ичиадза Наги Зарата сформировали совершенно разные мнения о том, как должно функционировать общество, как должны действовать людоящеры, как направлять наш народ. Нам нужно положить конец этой фракционной среде, НАК. Уже существуют несогласные голоса среди населения относительно обоснованности пророчества нашей империи. Если мы не представим единый фронт НАК, это только подольет масло в огонь конспирологических теорий и ослабит позицию нашего правителя, так как он будет вынужден постоянно балансировать доверием двух фракций. Нужно было сделать вот это, награды у нас вот такие. Мы чуть-чуть поднимаем наше пророчество, и там новой культуры станет Радайская. Отлично. Тут сразу еще много миссий, потому что я их сразу наперед старался делать. Старался, ключевое слово. Но в любом случае, новая столица для НАК. Наш выбор административного центра для последней империи начал вызывать расколы в нашей коалиции. Обсуждение того, какой центр был бы правильным выбором для столицы, увязает в бесконечных дебатах. Потому что каждый исторический город людоящеров считает свой город самым важным. Можно было бы подумать, что наги при всей их мудрости будут стоять выше этой суматохи. Но наги тоже испытывают лояльность к своим родным городам и не смогли отбросить свои предубеждения, чтобы принять объективное решение. Чтобы выбрать новую столицу, нам нужен город, с которым согласятся все наги, и есть одно потенциальное место. Видите ли, скромный и глубоко глупый Тчкон. Пища масс. Он кормил людоящеров столько, сколько существуют сами людоящеры. Ни один наг не откажется от хорошей жареной ноги Тчкона. Но если есть деликатесы, которым наг наслаждается больше, чем сочным Тчконом, это рыба с рыбного рынка Ласадзе. Это сделало бы его идеальной новой столицей, и каждый наг с удовольствием воспользовался бы возможностью жить ближе к источнику такого деликатеса. Нужно было сделать вот такое. Награды у нас вот такие. У нас, правда, субъектов нет совсем. Зато стоимость всех очков. Это прикольно. Хорошо. И столица у нас переехала сюда. Замечательно. Осталось построить здесь теперь форт. Будет все хорошо. Ну и Тенекорень. Ночные карги Езельмора терроризировали людоящера с момента своего появления. Вскоре после Дня Пепельных Небес, в первом году современного календаря. Какими бы устрашающими они ни были в масштабе или истории людоящеров, это лишь миг на временной шкале. Их сила лишь малая часть некоторых из самых ужасных существ, разрушивших общество людоящеров с течением времени. 271 империя – самая развитая империя людоящеров со времен самой первой. Была уничтожена магическими существами с другого берега океана. Есть также множество империй людоящеров, которые были повержены мифическими существами, известными лишь как Тчазара, включая 85, 99, 100, 120 и 121. Ночные карги – это лишь очередные в длинном списке могущественных существ, которых людоящеры в конце концов преодолели. Они не могут разрушить эту империю, ибо это последняя империя и наше правление вечно. Болото когда-то было домом для людоящеров, прежде чем эти карги взяли его под контроль. Скоро они снова будут принадлежать людоящерам. Нужно было сделать вот это, и мы получаем вот это. Это я как раз таки ждал, чтобы начать конвертить нашу культуру, потому что, смотрите, о-хо-хо, по троечке. Ой, по троечке, какая красота. Ну, правда, у меня сейчас с очками проблема, ибо я занимался развитием городов по заданиям. Но в любом случае я смогу очень быстро и дешево это все конвертировать. Теперь нужно улучшить наш великий проект здесь до 3 уровня. Нужно дождаться, когда... нужно очищенный матриарх достроить до 2 уровня, да. Веру в пророчество усилим. Ну, осталось еще вот это. Но нужно административные технологии, чтобы наши опережали. 12 налогов здесь нужно сделать будет. Ну и, в принципе, это мы тоже сможем поражать. И пойти... Число кораблей в флоте больше 150. Вот это ты, конечно, придумал, дружочек.
В любом случае, будем дальше работать. Ну и у нас случился такой ивент. Империя душ. Для сомневающихся в нашей империи, предлагаемая империя душ в Халесе – предмет насмешек. Если каждая империя, кроме одной между 34 и 43 империей, базировалась в Халесе, то почему там сейчас не живут людоящеры? Почему там нет руин людоящеров? Утверждать, что это было десятки тысяч лет назад – фантастика. Ведь у нас есть руины древних империй по всему Танеасу, здания, что слишком одухотворенно исчезли. С тех пор, как был построен канал Мерфолков и путешествия в Халес стали проще, все больше купцов-людоящеров отправляются на континент и распространяют слухи о чем-то, что действительно может доказать существование Империи Душ. Как мы поняли, каждую область Халеса охраняет Великий Дух, дракон, слон, карп, лиса. Так кто же Великий Дух, правящий лулупанскими джунглями, самой естественной средой обитания для людоящера в континенте? Ящер. Совпадение не может быть просто совпадением. Он должен знать об империях душ, он должен происходить из времен Империи Душ. Пока мы затыкаем всех сомневающихся в нашей империи, мы должны собрать неопровержимые доказательства их существования в духе Лулана. У нас может быть ответ. Халес. Ура! То есть вот сюда чисто, да? Медали. Ладно. Окей. Окей, как скажете, друзья. Ну, кстати, нас обманули, мне не дали великий проект. Его здесь нет. Появился. 2000 я смогу здесь плавать, я так понимаю. Отлично. Потому что вот так оплывать, это, конечно, да. Ну и вот описание про 9-ю империю. А я решил объявить войну нашему нижнему соседу и подзабрать здесь уже региончик полностью. Потом нужно будет еще вот здесь разобраться. Ну и верхнего моего вассала тоже буду откармливать через войну с вот этим, потому что у нашего вассала довольно-таки обильные национальные и вечные претензии, которыми можно воспользоваться. Вот это я себе заберу, конечно же. Здесь будем кормить вассала. Главное, нашей религии, конечно, не нашей культуры. Ну, потому что он человек все-таки, извините. Ему вот можно простить как-нибудь. Но будем работать дальше. Вот война подошла к концу. Я забрал у него немножечко, чтобы не перегружать свой административный аппарат, которому и так тяжело все переваривать. Поэтому пока будет так. Потом еще одна война внизу будет. Сейчас вот этим мы повоюем, я думаю. Если нам еще кто-нибудь помог, было бы, конечно, хорошо. Но как-то оно пока не складывается. Ладно, подождем, посмотрим. Ну, я потратил денежки. Сначала их накопил, потом потратил. Кстати, разогнал нашу экономику неплохо так. За счет наших торговых манипуляций. У нас вот здесь есть торговая компания, здесь торговая. И мы тащим неплохо так денежек. Кстати, свой родной торговый узел я перенес вот сюда. То есть столица у меня находится в этом регионе, а торговая столица здесь. И благодаря этому мы получаем много денежек. Но от Кус-Ян-Жьяни. Над Зиратом, городом между озерами, возвышается Кус-Ян-Жьяни, величайший из всех Зацария. В то время как другие шпили за тысячелетия были изношены, повреждены, взорваны, прокляты, затоплены или пропали без вести. Шпиль Зерата стоит таким же безупречным, как и во времена Первой Империи. Это свидетельствует о долговечности цивилизации людоящеров. Пока он стоял, предсказанная империя должна была прийти. Теперь, когда последняя империя здесь, наги столкнулись с повторяющимся вопросом от правителя и его советников Ненак. Не пора ли исследовать Кус Янджьянии, понять послание, оставленное Первой Империей? Какова его цель? Почему боги показали им, как его строить и для чего он предназначен? Не пора ли нарушить тысячелетние традиции и впустить внутрь больше, чем стражей шпиля? Нужно было просто его улучшить. Ну и внутреннее устройство Зацария. Внутреннее устройство Зацария. Смотря на великий город Зерат с высоты Хус-Янджьяни, многие Зацария были дарованы богам Первой Империи Людоящеров, но ни один не столь хорош, как шпиль Зерати. В тишине утреннего света, пока небольшая толпа ждала выступления императора Ирдара I, собрался с духом. Он знал, что заявление, которое он собирается сделать, вызовет споры, особенно среди нагов. Но пришло время, они были последней империей, если бы не сейчас, то когда? Я снимаю запрет на вход на верхние этажи этой Зацарии. Следующие его слова мгновенно потонули в ропоте и криках толпы. Несколько наг, включая ведущую фигуру в нынешнем высшем храме, двинулись вперед, но Ирдар продолжил. Боги оставили нам эти шпили, чтобы мы использовали их, когда будем готовы. С тех пор, как людоящеры поселились здесь, мы не были готовы. Верно, не были. Верно, не было ни знамений от богов, ни от кого-либо еще, что мы готовы. Но наследие оставлено нам для осознания, и мы – последняя империя. Он шагнул вперед, опережая наг, которые уже заползали на помост. Мы и есть пророчество. Нет ничего за пределами наших возможностей, потому что нет ничего за пределами нас. Мы раскроем тайну шпилей.
Ибо если мы вечны, то это лишь вопрос времени. Теперь мы можем их исследовать. Такие модификаторы мы получаем, укрепляем веру пророчества, и теперь мы можем ремонтировать шпиль. Опа. Активизация за царя. Колонизация в процессе? Что это? 2 года. Ну давай, конечно. Только я не понимаю, колонизация чего? Блин, и очень интересно в том, что он дает нам 333% дохода от налогов. То есть, я боюсь представить, сколько будет стоить нажать на эту кнопочку. Надеюсь, очень много. Ну, посмотрим со временем. Сейчас я ремонтирую еще наш очищенный матриарх Тенекорня. Его лучше до 2 уровня, после чего мы с вами выполним еще миссию «Мы первые жили здесь». Тоже посмотрим, что из себя это представляет. Ну, а так меня вот этот еще ивент убивает пока что, потому что я не могу его выполнить. Мы не опережаем их по административной технологии. Да и нет, у нас... Нет, 12 есть, ладно. Но по админ технологиям мы очень сильно... Да мы вообще по технологиям отстаем сильно, будем честны. Хотя институт у нас довольно-таки нормальный сейчас. А вот и активация. Активация Зацарья. Была возведена баррикада, чтобы наблюдать за активацией Зацарья из укрытия. Но император отказался стоять за ней. Если то, что будет призвано при активации шпиля, окажется опасным, груда палок не станет достаточно защиты, и вместо этого он настоял на том, чтобы быть тем, кто повернет древний каменный рычаг, который, по мнению инженеров, с уверенностью примерно в 40% запустит механизм внутри. Он схватил темную каменную рукоятку и улыбнулся стоявший рядом инженеру, который вздрогнул, увидев, как он держит ее. «Не волнуйся, этой империи суждено длиться вечно», — сказал император. Он начал вращать рычаг, который двигался с удивительной легкостью, словно проходил сквозь воду. Активация священного шпиля не положит ей конец. «Я ревностный верующий в пророчество, мой император». Инженер начал осматривать жужжащие шестеренки за прозрачным камнем. «Я верю, что Хаталашья простоит до скончания веков. Я боюсь, что мы можем приблизить этот конец. Если мы последняя империя, не собираемся ли мы положить конец вечности?» Император убрал свою руку с рукоятки, отступил, но теперь рычаг двигался сам. Пришел в движение каждый элемент шпиля. Стены сдвигались и сверкали светом миллиона звезд. Затем с одним последним ослепительным светом все исчезло. Зерат исчез, Танеас исчез, Халан исчез. Что мы наделали? Событие Рамута случилось. Входные ворота Зацарья больше не открывали вид на город Зерат, а на спокойное море. Небо было глубоко темно-синего цвета, с несколькими мерцающими огоньками, кроме одного участка. Участка там висела черная, как чернила, точка с кольцом ослепительного света по периметру. Она выглядела как противоположность солнцу, тьма настолько глубокая, что, казалось, отвергала саму концепцию света. Первым, кто ступил за пределы шпиля, стал стражник, вошедший вместе с императором, осторожно тыкаясь в темную почву перед выходом. Он прощупал землю эфесом меча, прежде чем ступить. За ним последовал другой стражник, затем один из ремесленников и, наконец, сам император. Под его ногами шевелился мелкий темный песок. Как на пляже в Фахваносе, он шагнул в море, позволяя воде спокойно омывать свои ступни. Он стоял неподвижно, пока его глаза привыкали к темному небу. Как он мог бы назвать его? Возможно, Рамута, темное солнце на языке людоящеров. Вид был умиротворенным. «Мой император, идите сюда скорее. Мы попробуем перезапустить Зацарье». Главный инженер стоял у самой кромки воды и яростно жестикулировал в сторону императора. Он подумывал проигнорировать его. Здесь не было наг в его ухе, подгонявших Ирдар Пера к постоянному совершенствованию. Здесь на Рамуте был только шум волн. Но он не сделал этого, он выбрался из воды, прошел через двери шпилем и повернул рычаг, как прежде. Те же огни, те же шестеренки, те же звезды сверкали, пока через двери снова не открылся вид на 2 озера. Император выбрался из шпиля, пронеся темный песок во двор, на подошвах, пока слуги Наги спешили к его боку, и прищурился от ослепительного света знакомого солнца. «Я хочу вернуться обратно. Теперь мы можем колонизировать, основать колонию». Чего? Чего? Основать колонию? Подожди. Так. Забей. У нас есть кое-что поинтересней. Основать колонию под... А как это будет выглядеть? Подожди. Отстаньте от меня. Я хочу основать колонию. Имеет действующего колониста. Так я не имею действующего колониста. В чем проблема? Ну, давай полки. Или в принципе колония мне нравится. Возвращение на Рамуту. Ну блин. Ну давай дождемся, чуть-чуть осталось. Ивент про 111-ю империю. Ну, я разобрался, что я значил под действующий колонист. Нужно было просто его отправить улучшать. Ну и давайте посмотрим. Основать колонию.
То есть придет событие возвращения на Рамуту, 500 монет, а колонист потеряется на 10 лет аж. Ну да ладно. Будем ждать теперь ивента. Новости от наших поселенцев в другом мире. Возвращение на Рамуту. С каждым последующим путешествием на Рамуту все больше людоящеров и гораздо больше припасов и снаряжения упаковывались на нижних этажах шпиля в Зирате. Еда, палатки, веревки, стеклянный контейнер для сбора образцов домой и даже оружие вместе с колонистами. Многие задавались вопросом, не является ли земля, куда Зацария их отправляла, частью теневого плана. Земля смерти, откуда ночные ведьмы черпали свою силу. Скоро стало ясно, что это не так, ибо эта земля Рамута была полна жизнью. Покинув пляж и большой изубренный каменистый выступ, в который упирался шпиль, попадающий на обширное поле мягкий, зеленый лиственных растений, растущих из черной почвы. Маленькие насекомоподобные существа прыгали между листьями, скрываясь под землей. При приближении разведчиков самым необыкновенным были гигантские гусеницеподобные существа, достигавшие 16 метров в длину, оставлявшие за собой длинные следы из сожженных растений. Но это было далеко не все обнаруженное. Большие каменистые гейзеры извергали в воздух разноцветный газ, и у их основания кипела жизнь невероятного множества растений и животных. В таком небе можно было разглядеть огромных крылатых зверей, слишком далеких, чтобы разобрать их точную форму. Но самое необыкновенное открытие ждало их последний день. На дне долины за рядами растений, расположенных гораздо аккуратней, чем это позволила бы природа, лежал небольшой городок. Его обитатели действительно выглядели довольно отлично от нас. Для начала у них были большие хвосты, а суставы на коленях сгибались в другую сторону, переходя в ступни с большим крюком на пятке. Но мы видели достаточно странных мутаций, чтобы смотреть сквозь такие незначительные отличия. Чешуя, строение лица, глаз, тут не могло быть ошибки. Мы нашли людоящеров. Жестокая жизнь на Рамуте. Ну и продолжение. Жестокая жизнь на Рамуте. Среднесрочной целью было построить пригодную для жизни колонию на Рамуте. Но это казалось трудным. Строительные материалы приходилось перевозить из Зарата, так как здесь не было ничего похожего на большие деревья, из которых можно строить дома. А камень был необычайно хрупким. Здесь также не было цикла дня и ночи, черное солнце и его светящие кольца сияли в небе постоянно. Выращивание урожая тоже оказалось тяжелым делом. Танеас полон выносливых растений, которые могут прорасти всего за несколько дней, даже в самой скудной почве, но более 90% растений не прорастали, будучи посаженными в темную почву Рамуты. Однако худший день настал почти через год жизни колонии. Одно из летающих существ, замеченных в небе во время разведывательных экспедиций, напало на одно из наших поселений. Она напоминала бабочку, но в 1000 раз крупнее, не издавая ни звука, кроме биения своих массивных крыльев. Так было, пока оно не начало испускать темный свет из своего тела, сопровождаемый высоким свистом, прежде чем выпустить луч света такой разрушительной силы, что он прожег оплавленную борозду в самой земле. Оно выстрелило лишь однажды, но этого хватило, чтобы уничтожить 2 дома и амбар, прежде чем оно взмахнуло крыльями и снова поднялось в темно-синее небо. Ждем еще один ивент через год. Аборигены Рамуты. Потребовалось множество неудачных попыток, но первая пища, выращенная на Рамуте, была наконец собрана. Однако это было не растение Станейса, наполнившее желудки колонистов. Мы отправили разведчиков на тайную миссию, надеясь узнать, чем питаются аборигены. Но те были сразу обнаружены туземцами, приведены в деревню. Встреча прошла исключительно дружелюбно. Аборигены показались еще более шокированы, чем мы, что их посетило существа, похожие на людоящеров. Хотя они не говорили ни на одном известном языке, с помощью рисунков и жестов наши скауты смогли объяснить, что прибыли через огромный шпиль и хотят узнать, что здесь можно есть. Туземцы показали им выращиваемые растения, места, где их можно найти и способ ухода за ними. Все больше посетителей приходило в деревню, часто принося дары аборигенам, которые в ответ посещали нашу колонию, удивились невероятным сооружением. Особенно их озадачило все деревянное, ведь их жилища были либо вырублены в скалах, либо устроены в огромных сброшенных панцирях гигантских гусениц, вечно выедающих путь перед собой. Потребовались годы, дольше, чем для первых колоний в Элантире. Но теперь с фермами и новыми домами мы могли уверенно заявить, колония Рамута стала самодостаточной. Мы получили миссионера, терпимость к вере, и держава Рамут станет считать провинцию Зарат национальной. По своей независимости держава Рамут станет космической колонией. Мы получим все эффекты великого проекта Кусажин. Чего? Чего? Что это? Космическая колония. Это как? В смысле? Я что-то вообще ничего не понимаю. А какая у них культура, подожди? Космическая колония. Является республика космическая колония. Блин, звучит очень гордо.
Какая у них культура? И чья азиатская, да? Ну, в принципе, какая разница, все равно наши братья. Давай культуру пусть сменят, я не знаю. Ну, как бы мы вроде сохранили за собой контроль, как бы, модификаторов, да? Я ничего не понял, что это было сейчас. Но в целом, ладно. Мы, главное, здесь потеряли своего торгаша, к сожалению. 1, 2, 3, 4 и 5. Все правильно, значит. Не, ну, это забавно, конечно. Колония в одной провинции. 30 тысяч! Ты чё? Ты чё, малой? Ты какой-то борзой, тебе не кажется? Ладно. Крутой парень, ничего не скажешь. Крутой. Здесь, кстати, еще достраиваю великий канал. Он дает такие модификаторы. Описания у него нет. Дает вот такие модификаторы. Всего за 1000 каждый уровень. Вообще имба. Вот ивент связан со 168 империей. Можете с ним ознакомиться. Наконец-таки я смог догнать и обогнать по административным технологиям. И теперь мы сможем с вами ознакомиться с записи Шангры. Письменность людоящеров использует 9 разных цветов, каждый со своим грамматическим значением, что делает ее несколько трудным для понимания всем, кроме самих ученых. Несколько лет назад был разработан упрощенный вариант, использующий всего 4 цвета для нужд торговцев. Но от слабости хочется, чтобы этот упрощенный стиль письма не был создан, ибо он позволил распространиться ошибочным толкованием Анзалкатсы, спекуляциям, сколько империй существовало на самом деле и сколько из этих исторических империй может быть по сути вымыслом. В еще большие мгновения слабости мы задумываемся, а не правы ли эти еретические проповедники. Нет, мы смотрим на это совершенно неверно. Этот упрощенный язык – инструмент, а не проклятие. Контролируемый язык не может контролировать послание. Если мы сможем сформулировать опровержение на каждую клевету о ложных империях, прежде чем начнется волнение, то будем готовы бороться с этими ложными учениями. Для этого нам нужен абсолютный контроль над записями Шангры. Катакомбы содержат исторические хроники, насчитывающие тысячи и тысячи лет. Именно там лежат детали многих исторических империй, зачастую именно из Шангры. В первую очередь исходят мятежные идеи, словно возможно напрямую читать эти тексты и выявлять их противоречия, если они будут находиться исключительно под контролем НАК. Эти идеи перестанут распространяться, будем надеяться. Нужно было сделать вот такое, и награда у нас вот такая. Там построится универ, сепаратизм везде упадет, и можно будет предотвращать падение нашего слабейшего веропророчества. Можно предотвращать ее падение за счет каких-то там жертв. Теперь земля корона это вопрос времени, потому что у наших замечательных наг есть вот такая штучка прекрасная, посланники пророчества, которые запрещают у них отнимать земли. Поэтому мы ждем теперь 65 год, 605 год и отнимаем у них эту вещь. После чего забираем у них все земли и отдыхаем и кайфуем. Ну, строим флот, ждем, когда сможем прожать вот это. Также здесь нужно будет заняться и Империя душ. Надо будет вот сюда высадиться. Ну, флот для этого у нас сейчас как раз таки и готовится. Я также еще забыл вам сказать, взял себе торговую идею, чтобы разогнать наш баланс еще сильнее. Вот так он сейчас выглядит. Вот такие у нас советники. Ну и мы ждем, когда здесь провинции обратятся в нашу культуру для выполнения оставшихся миссий. Переправа яиц колонии. Это про нашу Рамуту. Можете ознакомиться. Я что еще здесь интересно увидел касаемо Рамуты? Это космическая колония, расположена за пределами Халана. Они получают 100 монет в год, 75 тысяч рекрутов и 30 лимита армии. Просто потому, что они такие красивые и просто вот они стоят тут. Строят что-то. И вот мы достроили наш флот. Арксидская империя. 300-я империя была морской державой. Ее столица располагалась на острове Шпилем Арксидс. Тем самым шпилем, что на ней наполовину погружен в море. Это если что вот здесь. Вот он. Не так давно он гордо возвышался на острове, полностью над уровнем моря, но остров был затоплен глубинными дьяволами во время прилива. Когда существа из океанских глубин поднялись, чтобы атаковать прибрежные поселения не только по всему Танейсу, но и далеко на север, до Драконьего берега, Каноре и в Дивенхале. С тех самых пор Арксидская империя пала. Многие людоящеры не осмелились заплывать дальше в Ахваносе. Только островов, некогда населенных людоящерами, были оставлены в руинах в то время. Мы не можем позволить этому страху перед океанскими глубинами управлять нами. Мы последняя империя. Мы вновь будем править островами. Нужно было сделать вот это. Ну и получаем мы вот такие бафы на 100 лет. Главное, увеличим веру в пророчество. Это самое классное. Теперь империя душ. Но прежде чем мы сделаем империю душ, нам нужна одна такая вещь. Во-первых, с Куари было бы хорошо подружиться. Как минимум, да, набить было бы хорошо. Набьем, это не страшно.
Во-вторых, дождаться постройки нашего флота, чтобы мы могли просто спокойненько туда приплыть, всем раздать по морде и закрепиться. Ну и в принципе все. А на что нам дали претензии? Давайте смотреть. Ага, вот сюда нам дали претензии, да? Ну блин, эта идея хорошая. И вот сюда даже. Ну тут Бусилар, ух ты какой. Ну, высадимся обязательно тогда сюда. Как раз таки торговый узел после нашего основного как раз таки сможем обратно толкать. Это хорошо, это замечательно. Ну, еще одна миссия закончена. Мы первые жили здесь. В языке людоящеров у слова «рах» несколько значений. Чаще всего означает «дом», но это также и чувство принадлежности. Ты чувствуешь рах, когда знаешь, что это место твой дом. Никто не почувствует рах в теневом болоте. Мы знаем, что людоящеры раньше жили здесь. Здесь даже были империи со своими столицами. Пока наши первые колонисты пытаются сделать это место новым домом для нашей расширяющейся империи, в это кажется невозможным поверить. Цвета тускнеют по мере продвижения вглубь болота. Даже самая ярко чешуйчатая ящерица теряет свою насыщенность под его махровой магией. Многоцветные тексты, в которые мы вкладываем такую гордость, становятся почти нечитаемыми в простом черно-белом виде. Тем не менее, есть и признаки изменений. С тех пор, как мы очистили теневого матриарха от казни ночных гарк, на некоторых деревьях начали появляться зеленые побеги. Бродячие курганы, которые пугают даже троллей, похоже, уменьшились в числе. Возможно, самый многообещающий знак, насколько совершенно нетронутые ткачены с наших ферм, окружающих обстановкой. Ни капли цвета не покидает их тела. Если простой чукен может выдержать болото, то уж раса столь жизнестойкая и изобретательная, как людоящеры, наверняка сможет процветать в такой чужеродной среде. Нужно было просто очистить его и изменить всю культуру здесь. За это мы получаем вот такие бафы до конца игры, плюс усиляем веру в наше пророчество. Но вообще как поживает сейчас? Ну, колеблющийся, в принципе. Главное не потерять здесь самое сложное. Ну и остальные миссии мы тоже скоро сможем сделать. Ну и еще одна миссия — узоры Траксиса. Траксис — высший и важнейший из всех Арайзарий. Он сопровождает людоящера со времен Второй Империи, когда помог цивилизации отправиться от гибели Первой Империи. Его важность лучше всего символизирует его присутствие на нашем флаге, олицетворяющем вечность. Однако последний раз с Траксисом кто-либо говорил или слышал о нем тысячи лет назад, во времена 318 империи. И все, что он тогда сделал, благословил местное ранчо Чкуэнов. Некоторые ученые, изучающие 333 империю, предполагают, что Траксис погиб во время Зеленой чумы. Ужасного периода, когда драконы и драконоподобные существа бродили по Танеасу. Правда кроется в звездах. Траксис не одно существо, а совокупность меньших Траксис, Арайзари, сотканных из звезд. Траксис появляется и исчезает в соответствии с узорами этих звезд. Каждое племя обычно ассоциировало себя с одним звездным узором и, соответственно, с одним Траксис. Если мы научимся отслеживать звезды, мы сможем отслеживать Траксис и в конечном итоге призвать самого Траксиса. Единственная проблема — слишком долгий взгляд на звезды может вызвать проблемы. Какие интересно. Вот надо было сделать вот это. Награда у нас вот такая, и звезды в море через 5 лет у нас появятся. Сразу же мы выполнили «Одобрить исследование». Исследование Кус Ан Жьяни открыло превосходящие наши самые смелые мечты чудеса. Но что насчет шпиля, что некогда стоял в Шалазаре? Что насчет Анкатеша? Разве он не мог хоронить подобные чудеса? Нас мучил вопрос о судьбе шпиля с тех пор, как тот, кто там стоял, оказался подделкой. Это уже было оскорблением, но теперь, когда мы знаем, какие тайны хранят шпили, мы не можем упустить эту возможность. Нам нужно узнать, что случилось с шпилем Шалазара. Ну, это нужно вот так вот. И получаем вот такие награды. Ну, в принципе, я узнал, что из себя этот шпиль уже таит. Мы его уже с вами улучшали, увидели этот замечательный ивент. Поэтому осталось только его дальше улучшать, чтобы... Только что такое непонятно на самом деле затронуто планом Земли. Очень для меня неизвестно пока что. Я еще за кадром здесь занялся тем, что добивал нашу армию. Теперь у нас, ну, во-первых, мы чуть-чуть догнали их. Конечно, не полностью всех. Но мы подбили нашу армию под лимиты, почти всю. И сейчас будем ее, так сказать, пробовать. Блин, 17-й воентех, куда вы летите все, а? Ну, давай посмотрим, как мы с 17-м воентехом будем сражаться. Надеюсь, что успешно. Вот ивент
После Арксиса, я так понимаю, это продолжение звезд. Да. Столица 330-й империи находилась в Арскице, великом городе, который ныне покоится под водой. По преданию, император провел тайный ритуал посреди океана, чем разгневал обитателей глубочайших подводных впадин. Эти глубинные дьяволы поднялись и вторглись не только в Танейс, но и на весь континент от Дивенхаля до Ардимья. Событие известно как Прилив. Эти глубинные дьяволы погрузили многие островные города на дно моря. Людоящеры могут быть полуводными, но жить в подводном городе они не могут. Кроме того, после того, как чудовищные создания поднялись из глубин океана, немногие людоящеры стремились снова входить в воду. Города были заброшены, и только шпиль Араскице возвышался над морем, напоминая о былом. Более 1000 лет спустя эти затонувшие города стали домом для нового народа – мерфолков. Араскице теперь их дом, как и многие другие затонувшие города вдоль побережья. У людоящеров долгая культурная память, поэтому мы мало доверяем виду, появившимся из морей. Но мерфолки не глубинные дьяволы. Вместо этого возникла новая теория. Мерфолки – руина рожденная. О как! Мерфолки появились в Сархале вскоре после Дня Пепельных Небес в первом году, хотя на первый взгляд их рыбья чешуя и длинные хвосты вместо ног могут заставить думать иначе, но в целом они имеют эльфоподобную внешность, включая характерные заостренные уши. Обнаружение деградировавших рунорожденных в Айлантире, мутировавшую далеко за пределы обычного облика эльфов, придает этой теории правдоподобность. Это спорная тема в обществе мерфолков. Для них мерфолки – это мерфолки, а не какая-то другая раса. Некоторые даже были изгнаны и выдворены из своих домов за попытку обсуждать эту тему. Многие из этих верящих в происхождение трунорожденных недавно объединились и обратились к нам за помощью. Они хотят вернуться в Айлантир и раскрыть правду. Пересечь океан мерфолку нереально. Но с помощью корабля, плавающего по поверхности, они могли бы добраться с нами до Айлантира, если мы обеспечим им новый дом. Да конечно, почему бы нет? Мы получим вечные претензии, если мы или наш вассал контролируют провинции. В Айлантире через 5 лет мы получим новое поселение мерфолков. Да почему нет? У меня с ними очень хорошие отношения, союзные, я бы сказал. И благодаря чему я могу их расселять. То есть у меня вот кнопочка доступна. То есть я в этом регионе их расселил, сколько смог. В этом расселил, ну я теперь жду захвата этого города, чтобы его здесь поставить. Я так понимаю, я теперь везде их смогу так расселять, ну в большей части мест, где я нахожусь. Наверное, и здесь я могу их расселять, если так подумать. Да, вполне могу и здесь расселять. Отлично. А мне дали претензию куда ты мне дал? Пока неизвестно, да? Куда-то мне дали претензию, а вот сюда ты мне дал. О, война с Верна и с... Кто это? Инганцы какие-то. Ладно, интересный момент, можем заняться. И еще один ивент – коконы Рамуты. Тайна чудовищно опасных гигантских бабочек на Рамуте раскрыта, или по крайней мере их происхождение. Похоже, они формируются аналогичным бабочкам в нашем мире. Личиночная форма существует, потребляя большое количество пищи, прежде чем окуклиться и начать стадию метаморфоза, чтобы наконец появиться в своей крылатой взрослой форме. Кандидатов на личиночную форму были очевидно гигантские гусеницы, бродячие по сельской местности, имеющие обыкновение пугать фермеров, когда их извилистые тропы несутся к посевам. Но поиск любой из них на стадии кокона занял много времени. Следователи годами следили за гусеницами и наконец обнаружили, где они окукливаются. Ну, вы поняли, в чем суть этого ивента, поэтому 277-я империя, ее ивентик. Звезды в море. До Анзалкатсы основной верой людоящеров было смешение поклонения Арайзари и веры в богов-творцов. И Арайзари, и боги символизировали звездами. Доказательством этого служило то, что попытка разгадать движение звезд поражали некой болезнью, и не только наблюдателя, но и всех в его деревне. По всему Халану это известно как астральный ужас. Безумие, охватывающее того, кто слишком долго изучает ночное небо. В своей гордыне мы верили, что последняя империя будет невосприимчива к этому недугу, что мы сможем исследовать движение созвездий и призвать Траксиса обратно в Танеайс, чтобы рассказать ему о наших свершениях. Этого не произошло. Обсерватория в Каталарас и Адулкерас были разрушены, несены их же обитателями, обезумевшим от небес, говорившим о чем-то, что наблюдало за ними в ответ. Не о Траксисе, однако, о чем-то другом, о чем-то всегда вне поля вашего зрения, о чем-то наблюдающем за нами. Но этого не случилось с теми, кто был на островной обсерватории. Вместо того, чтобы смотреть в телескоп, они смотрели на само море, используя его отражение, чтобы созерцать звезды. Идея, что это решит проблему астрального ужаса, высмеивалась.
В конце концов, телескопы тоже используют отражение. Возможно, спасло нас не отражение, а Арайзари в воде. Какой бы то ни было причина, ее необходимо изучить глубже, ибо были сделаны подлинные прорывы в отслеживании движения звезд, узоров Траксии и возможного метода призыва Траксиса. Арайзари Вечности встречается с Вечной Империей. Мы так близко. Получаем вот такое мы. Лаборатория Траксиса. Отлично. У нас вот здесь теперь лаборатория Траксиса. Нужно 30 развития, 2 раза хотя бы ее улучшить. На дворе уже первый один Морозов. Сначала нужно, я так понимаю, все равно его улучшить для начала. На 30, как минимум, да? И нужно расширить инфраструктуру минимум 2 раза. Активно вариация заклинания слежения. Наверное, что-нибудь типа вот этого. Слежка за соперниками, за бунтовщиками. Что сейчас вам сказать? За армией врага. Ну ладно, сейчас посмотрим, что можно будет лучше взять. Продолжение ивента с бабочкой, можете с ними ознакомиться. Получили мы вот такой. Ну и наш враг сдался, мы забираем его полностью. И в принципе подчищаем здесь низ почти полностью. Ну, по крайней мере, на что у нас были претензии. Ну да, сверхрасширение у нас тут, конечно, хорошее. Такое прям убойное. Ну ничего. Ну и я подгадал время, взял взаймы у наших сословий и Траксис. Результаты обсерватории Траксис получены. Существует очень узкий промежуток времени, когда звезды выстраиваются в нужном порядке. Этот ритуал призыва срабатывает, поскольку Аградент в ретроградном движении, а Траксии активны. Достигнуты подходящие условия, чтобы воззвать к звездам и призвать его существо. На нашем флаге старейший из всех Арайзари, тот, кто опекал наш народ со времен Второй Империи. Пришло время призвать Траксиса. Можно было сделать вот такое. Награды сейчас мы с вами и узнаем. Призвать Траксис. Когда огни в ночном небе выстроились в соответствии с отметинами на песке, каждое созвездие сосветилось и начало падать, словно само небо обрушилось. Траксии, каждый состоящий из 1000 звезд, опускались с небес. Каждый, достигнув земли, присоединялся к сородичам и вращался вместе с ними все быстрее и быстрее по мере того, как каждый Тракси вливался в толпу. Все больше и больше огней вливалось в его ряды. Центр вращающейся массы сиял ярче самого солнца. И затем, одним ослепительным сполохом света, он становился над толпой. Символ вечности Траксис. Сначала многие пали на колени, присутствующие наги свернулись от благовейного трепета. Но по прошествии минут над толпой повисла неловкая тишина. Может ли Траксис говорить? В записях говорилось, что он говорил, но у этой сущности не было рта. Она лишь парила там, под испепеляющим взглядом верховной наги императора поспешно поднялся на ноги и встал. Тебе, лучезарнейшему из существ. Его прервал голос, напоминающий миллион голосов, звучащих одновременно. «Здравствуй, дорогой, как прекрасно снова тебя видеть. Какое-то время с тех пор, как мы последний раз говорили с подобным тебе. Скажи нам, что ты желаешь узнать?» Голос был одновременно утешителен и ужасен. Словно миллион неописуемых ужасов укладывают тебя в постель. Император заикался и запинался, осознав, что не был готов к этому. Что вы можете нам сказать? Сколько вам лет? Траксис кружился на месте почти целую минуту, прежде чем наконец ответить. Мы старше времени, мы были здесь до вас, до драконов, до гениев, до небес и морей, и земли, и всего, что за их пределами. Твой вопрос сложен для нас, ибо чтобы иметь возраст, у нас должна быть дата рождения во времени. Этого у нас нет. Траксис покружился на месте еще минуту, прежде чем снова заговорить. Нам очень понравился этот визит. Не стесняйся обращаться к нам снова, если возникнут еще вопросы. Мы будем... В этот момент свет солнца разлился по джунглям и упал на пляж, где стояла толпа. В этом свете каждая звезда Траксиса поблекла, и прежде чем кто-либо понял, что происходит, он исчез. Кажется, им понравился, по крайней мере. Каждые 10 лет Траксис будет к нам возвращаться, и мы можем задать у него вопрос. Интересно, он типа сам будет прилетать, я так понимаю? Потому что... Никак с ним взаимодействовать я пока не могу. Честно, я не понял, что это за ивент. У меня почему-то появилась марка. Просто так. И все на английском, поэтому просто мы их уничтожим, да и все. Мне просто непонятно, откуда они здесь появились. В том плане, что здесь люди не живут уже давно. Тут я просто занялся тем, что переселял везде ящеров. То есть здесь живут чисто ящеры. Какие восстания людей? Какая независимость? В чем вы вообще, ребят? Возвращение Траксиса. О чем же мы узнаем? Боги реальны? Познакомиться можете сами. Получаем за боги реальны в тем смысле. Как тебе такой, Илон Маск? 1617 год. Уголь. Уголь. Здравствуй, уголь. Ладно, сейчас мы отправим полки и прочитаем еще одну миссию. Ну и на максимальном уровне развития улучшения врат земли мы получаем вот такое. Ну, мы теперь главный экспортер в мире по углю. Поздравляю вас. План Земли.
Велось много споров о послании, оставленном при обрушении Зацария в Шалазаре. Преобладает мнение, что гении забрали шпиль и создали реплику, которая стояла на его месте в насмешку. Гении не появились в Сархале со времен Дня Пепельных Небес, что вновь доказывает, все другие расы на этой планете падут, в то время как людоящеры вечны. Тем не менее, унизительно осознать, что тысячи лет наш народ почитал ложный шпиль. Однако из этой линии размышлений возник новый вопрос: существует ли оригинал? Последнее послание, казалось, намекало, что это так. Где-то за порталом на плане Земли все еще стоит истинный шпиль. Наши шахтеры и инженеры постепенно развили операцию по добыче ресурсов благодаря осторожным экспедициям на план Земли. Теперь пришло время отправить более масштабную экспедицию, найти этого гения, укравшего наш шпиль, и вернуть его. Нужно было сделать вот это. Награды у нас пока никакие. События вглубь плана Земли. На планете Земли нет неба. Самое близкое сравнение — туннель под Змеиным хребтом. Но ничто не могло сравниться с невероятной странностью, которую обнаружили там наши экспедиции. Сама Земля, казалось, светилась, озаряя все вокруг тусклым красным светом. Реки грязи текли водопадом вверх. Образования из чистого алмаза километровых размеров парили в воздухе. Местные обитатели обычно не были враждебны, хотя и не были особо дружелюбны. Горнодобывающая экспедиция старалась обходить стороной любых земляных элементалей, бродящих по плану. Если же такой поселился рядом с богатой жилой угля, нам не оставалось ничего иного, кроме как отметить место на карте для будущих исследований и двигаться дальше. К счастью, дворцы гениев было трудно не заметить. Их поразительное великолепие резко контрастировало с уродливыми скалами и землей вокруг. Высеченные из руд, ярких самоцветов, каждый из них выделялся на фоне ландшафта и уже использовался исследователями как ориентир на картах. Первые экспедиции планировали просто отметить каждый дворец гениев на карте, как место для будущих исследований. Но на счастливый случай нам не пришлось заходить так далеко. На вершине одного из дворцов, сияя еще большей красотой, чем сам дворец, стояло то, что мы искали — Зацарье. Она была безупречна, единый цельный кусок со звездами, мерцающими на ее поверхности. Путь был начертан, экспедиция вернулась, и наша следующая экспедиция из 20 тысяч воинов отправилась вернуть наш шпиль. Это была катастрофа. Посмотрите на этих мух. Проревела главная из них, щелкнув пальцами и уничтожив все наше вооружение. Кажется, они хотят свой шпиль обратно, как мило. И это те существа, которые когда-то боялись. Другой гений небрежно махнул рукой в сторону армии, вызвав бурлящую реку, грязи смывшие войска. Я же говорил, у них когда-то были ловцы желаний. Тогда все было иначе. Тогда. Никто не услышал продолжения разговора. Вернулись только 12 людоящеров. Все прошло из рук вон плохо. Две стабильности, новый вопрос. Ну и армии стало тоже как-то грустновато 20 тысяч потерять. Да? Ну и на этом, я думаю, данная серия подходит к концу. Мы с вами сделали довольно-таки большой массив заданий. Еще большой массив заданий нам остается впереди. Думаю, за 2 или за 3 серии это все будет выполнено. Надеюсь, что данная серия прохождения вам нравится, поэтому, пожалуйста, оцените это лайком. Напишите в комментариях интересующий вас вопрос, или же просто, чтобы помочь данному видео раскрутиться, и чтобы другие люди, играющие в Европу, увидели данный интересный мод, данное интересное прохождение. На этом у меня все. Ну и зову всех еще в свой телеграм-канал, конечно же. Там происходят анонсы, голосование, есть чатик, где можно просто пообщаться. А на этом все. До встречи.